Здравствуйте, друзья! С вами Пластмассовый енот, канал АТП и не только. Представляем вам свой перевод на русский язык ролика с канала The Madison Group. Спасибо каналу The Madison Group за отличное видео. Понимание принципов проектирования в области литья под давлением помогает наладить массовое производство высококачественных размерно-стабильных пластиковых деталей. Существуют общедоступные справочные материалы для определения номинальных толщин стенок, высоты ребер, скруглений и радиусов, размеров бабышек и так далее. Они помогают нам проектировать детали для обеспечения надлежащих эксплуатационных характеристик, но один аспект часто упускается из виду. Это литник. Впускной литник – это отверстие в форме, через которое расплавленный пластик поступает в полость формы. Он соединяет деталь с литниковой системой. Пластик сначала подается в центральную литниковую втулку, затем течет по разводящему каналу, достигает впускного отверстия и в итоге заполняет деталь. Существует множество типов впускных литников, а также различных мест на изделии, где их можно расположить. Вы можете подумать, почему меня должен волновать впускной литник? Разве это не задача производителя пресс-формы? К концу этого видео вы узнаете, как выбранный тип впускного литника и его расположение влияют на качество деталей, на конструкцию, а также поймете важность согласования своих идей с производителем пресс-форм. Типы литьевых пресс-форм и способы удаления литников – важные аспекты, которые необходимо учитывать при выборе конструкции впускного литника. Двухплитная пресс-форма требует расположения впускного литника по краю детали и является наиболее распространенным типом основы формы. Щелевые литники обычно используются с двухплитными формами. Их недостаток в том, что их нужно вручную обрезать оператору, что увеличивает себестоимость производства. Тоннельный литник позволяет разместить входное отверстие не у боковой стенки, которая часто является целевой поверхностью. Это важно, потому что на месте литника остается небольшой след. Другое преимущество тоннельного литника в том, что он срезается при открытии формы. Такое автоматическое удаление литника экономит трудозатраты, но повышает требования к обслуживанию формы из-за повышенного износа в зоне литника. Другие варианты для двухплитных форм включают веерные литники, литники с промежуточной площадкой, диафрагменные, пленочные и подныривающие литники, типа банан и другие. Трехплитная пресс-форма имеет плиту съема, которая отделяет литник от детали в процессе ее выталкивания. Для автоматического удаления литника в трехлитной форме необходимо, чтобы впускной литник был очень маленьким и легко ломался. Маленькие литники могут быть капризными в работе, потому что они быстро застывают, что затрудняет выдержку деталей под давлением. Это может привести к проблемам со стабильностью размеров и дефектами, такими как усадка, недолив, особенно для материалов, чувствительных к этому, из-за ограниченного пути потока. Главное преимущество трехплитной формы – большая гибкость в расположении впускного литника по сравнению с двухплитной. Литник больше не обязательно должен быть на краю детали. Теперь его можно разместить на верхней поверхности. Это подводит нас к следующему пункту обсуждения – расположение впускного литника на изделии. Расположение литника отражается на внешнем виде детали, на ее усадке, короблении и эксплуатационных характеристиках, так как влияет на этап выдержки под давлением, который начинается сразу после окончания впрыска и полного заполнения детали пластиком. Это необходимо, поскольку пластик значительно сжимается и дает усадку при охлаждении. Размещение литника в области с большой толщиной стенки детали позволяет лучше произвести дожим, так как толстая область будет остывать дольше. Холодная сталь формы отводит тепло от расплава. Следовательно, если литник находится в толстой области, расплавленный пластик может передавать давление, чтобы прожать толстую область, прежде чем она застынет. Однако, если литник находится в тонкой области, прожать толстую область будет невозможно из-за преждевременного застывания пластика возле литника. По этой причине обычно рекомендуется располагать литник в толстой области детали. Другие преимущества включают повышенную гибкость при выборе размера литника и, как правило, более низкое давление впрыска, что снижает энергопотребление термопласта автомата, а также убирает остаточное напряжение внутри детали. После того, как мы определили толстые области детали, мы рассмотрим расположение линий спая. Линии спая возникают всякий раз, когда два или более потока расплава сходятся вместе, так как в этой области происходит недостаточное смешивание или не происходит совсем. Линии спая вызывают локальное снижение механических свойств, а также являются косметическим дефектом. Поскольку деталь будет хрупкой в этой области, а внешний вид не идеален, важно определить конструктивные и косметические зоны детали, где линии спая недопустимы. Использование программного обеспечения для моделирования литья под давлением, например, программу MoldFlow, может помочь определить расположение линий спая, а также опробовать несколько вариантов расположения литника до начала изготовления. Чтобы проиллюстрировать эту мысль, давайте посмотрим на анализ проливаемости для детали подстаканник с двумя разными расположениями литника.
Слева у нас трехплитная форма с точечным литником, а справа двухплитная форма с щелевым литником. Предпочтительно сбалансированная схема заполнения, поскольку она обычно приводит к более низкому давлению впрыска и более однородной ориентации молекул или волокон, что помогает снизить возможность корабления изделия. Здесь мы видим, что точечный литник дает гораздо более сбалансированную схему заполнения. Наблюдая за тем, как заполняется деталь, мы также можем увидеть, как образуются линии спая. В обоих примерах расположение литника поток расплава разделяется, а затем сходится, образуя отверстие. В сценарии с щелевым литником потоки расплава сходятся у основания подстаканника, образуя линии спая, которые захватывают воздух. К сожалению, эти воздушные карманы трудно вентилировать из-за их расположения в форме, а воздушные пузырьки сделают эти линии спая значительно слабее. Линии спая в прямоугольных карманах появляются только при использовании точечного литника. Они появляются из-за того, что пластик течет через тонкие ребра, которые придают детали жесткость. Это сравнение позволяет нам понять плюсы и минусы двух- и трехплитных основ пресс-форм. Помимо стоимости обслуживания, это позволяет нам определить, какой вариант литниковой системы даст детали более высокого качества и помогает производителю сконструировать форму, соответствующую нашим требованиям. Итак, мы ответили на вопрос, почему разработчики изделий должны заботиться о конструкции и расположении литника. Теперь мы знаем, что если конструкция и расположение литника для деталей выбраны неверно, результатом может быть размерно нестабильная деталь с плохим внешним видом и неудачно расположенными линиями спая, которые отрицательно влияют на ее характеристики. Понимая основы конструирования и размещения литников, вы можете проектировать более качественные и надежные пластиковые изделия. По этой причине пластиковые детали должны разрабатываться с учетом литниковой системы, а возможные места расположения литников должны быть согласованы с производителем пресс-форм. Спасибо за просмотр. Спасибо за ваше время и внимание. Если это видео было для вас полезным, пожалуйста, поставьте лайк и обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, профессионалами не рождаются, ими становятся.